Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных и нежных медовых тортов, который вообще есть в кулинарии. Это знаменитый чешский медовый торт Марленка. Торт готовится очень просто и быстро. Готовить я его в данном видео буду даже без раскатки коржей. Необыкновенно вкусным карамельным заварным кремом. Все покажу и расскажу в данном видео. Сначала приготовим заварную основу для крема. 600 мл молока довожу до кипения. 60 грамм кукурузного крахмала, 50 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара. Все это перемешиваю. Добавляю туда сейчас 150 мл холодного молока. Все это также активно перемешиваю. И добавляю 2 яйца среднего размера. Очень хорошо перемешиваю всю яичную смесь, чтобы не было вкрапления желтков. И иду сейчас на плиту, буду уваривать всю эту смесь. В закипающее молоко тонкой струйкой вливаю всю крахмальную смесь. И при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном довожу всю эту смесь на умеренном огне до кипения. Как только пойдут первые пузыри, провариваю эту смесь примерно еще 30 секунд и снимаю с огня. Добавляю туда сейчас сразу же, ничего не жду, 200 грамм вареного сгущенного молока, то есть вареной сгущенки. Вы можете обычной сгущенки добавить 200 грамм, если у вас нет вареной сгущенки. И это на ваше усмотрение. Чехи добавляют в основном всегда обычную сгущенку. Кто вот домохозяйки делают. Всю массу я сразу же переливаю в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры, даже до такого слегка теплого состояния, я бы сказала. Она потом проработается миксером и будет очень однородной. Накрываю сейчас пищевой пленкой в контакт, чтобы масса не заветривалась. И буду готовить коржи. 150 грамм меда. Мед нужно брать такой, чтобы он был наиболее ароматным. 300 грамм сахара добавляю туда. Все слегка сейчас перемешиваю. На самом деле все это растворится у нас потом при нагревании. Добавляю туда сейчас 1 щепотку соли, не очень большую, среднюю. И 1 чайную ложку без горки меда. Вот как я показываю это на видео. Все это нагрею до однородности. На полном огне я это все нагреваю. Буквально тут за пару минут все это растворяется. Просто нужно помешивать, чтобы масса не подгорала. Она не будет здесь у нас никак засахариваться, этого бояться не нужно. Просто помогаем ей побыстрее расплавиться. Вот так она уже начинает закипать. Я ее промешиваю. Когда сахар уже практически растворился, я добавляю туда сейчас 250 грамм сливочного масла. В этом торте, в чешском, всегда идет больше масла, чем в обычном медовике. Рецептура здесь немножко другая. Будем добавлять молоко также в тесто. И сейчас, когда масса закипела уже с маслом, я провариваю примерно 1,5–2 минуты. Она должна вот так сильно вспениться. Сода даст реакцию. Соду я ничем больше не гашу, только медом. И снимаю сразу с огня. Добавляю сейчас сразу же туда еще в эту горячую смесь 150 мл холодного молока. Здесь в миске у меня 400 грамм просеянной муки. Выливаю туда сразу же всю медовую смесь. Она у меня еще очень теплая, хоть она и остыла благодаря введению молока. Активно сразу перемешиваю, чтобы не было комков. Помогаю себе на финишном этапе сейчас вот таким большим венчиком. И добавляю туда поочередно 3 яйца среднего размера. Каждое яйцо хорошо прорабатываю венчиком. Ничего здесь не взбивать миксером, ни лопаткой вымешивать я больше не буду, просто венчиком. Тесто у меня такое теплое, то есть яйца ни в коем случае здесь никак не заварятся. Хорошо вмешиваем, чтобы остатков желтков не было потом в тесте. Вот сейчас очень важный момент. Консистенция теста у меня достаточно еще такая прозрачная и жидкая. Я уже знаю свою муку, знаю этот рецепт. И я буду добавлять 50 грамм муки туда еще сейчас.
Вы же смотрите по своей консистенции теста. У всех мука абсолютно разная. Возможно, вам нужно будет добавить 20 грамм муки, или 30, или 70. Я добавляю 50, чтобы тесто в конечном итоге первые 10 секунд стекало с лопатки, и вот эту ленту от теста было немножко видно на поверхности теста. Вот видите, как это, да? Вот так должно быть по консистенции таким тесто. Сразу же ничего не жду. Теплое тесто я сразу же вот таким образом наношу на пергамент. Шпателем его распределяю по пергаменту. У меня будут коржи 24 сантиметра в диаметре. Из этого количества теста я выпеку 11 коржей. Можно и 12 выпечь, если обрезки будут совсем минимальными. Каждый корж я выпекаю в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, буквально 5 минут, не дольше. Эти коржи очень тонкие. Вы смотрите по своей духовке. Самое главное, их ни в коем случае не передержать. Пусть они будут немножко более мягкими, они пропекутся за этот период времени. Видите, полупрозрачные они буквально у меня 2 мм, примерно в толщину я раскатываю, ну максимум 3. По крышке вот так меряю 24 сантиметра в диаметре. И таким образом я выпекаю все коржи. Вот один корж показываю просто как пример. Испекся сразу же в горячем виде, вырубаю его крышкой. Снимаю сразу обрезки, они мне понадобятся для обсыпки. Пока еще в горячем виде удаляю с коржа бумагу для выпечки. Очень бережно все это делаю, потому что очень горячий корж, чтобы его не повредить. Как только он остынет, их можно вот так стопочкой все будет сложить. 11 коржей. Как я уже сказала, из этого же количества выйдет и 12 коржей. Заварная основа у меня еще слегка теплая. 250 грамм размягченного сливочного масла я повзбивала примерно 2 минуты. Вот здесь важно, чтобы эта заварная основа всегда с вареной сгущенкой, пусть она будет немножко более теплая, чем немножко более холодная. Вареная сгущенка, она сильно расслаивает масло. Я это уже знаю из многолетнего опыта. Особенно если она такая сильно закарамелизированная, эта сгущенка, как вот в моем случае здесь. Поэтому лучше пусть она у вас будет слегка более теплой. Эта масса. Все, крем у меня готов. Я по ложке вводила во взбиваемое масло вот этой заварной основы и аккуратно взбила весь крем. И сразу же начинаю сборку торта. Примерно по 4 полные столовые ложки крема я выкладываю на каждый корж. И таким образом собираю весь тортик. То есть этот торт готовится очень быстро, и самое главное, что он не требует долгого времени на пропитку. Если вы его оставите буквально на час при комнатной температуре, не в холодильнике, а именно при комнатной температуре, его уже в принципе можно после этого, после сборки, подавать уже будет к столу. Настолько быстро, настолько нежнейшие здесь коржи, благодаря вот этой рецептуре и благодаря тому, что мы не раскатывали их, не добавляли лишнее количество муки, а делали вот так, как мы делали. На верхний корж также наношу порцию крема. Соберу в кольце и оставлю сейчас буквально на час-полтора на столе. У меня прошло примерно 1,5 часа. Я извлекаю торт из формы, обрезки я измельчила в измельчителе и сразу же посыпаю крошкой торт. То есть торт у меня не стоял еще в холодильнике. Здесь понадобится буквально 20 грамм шоколада. Традиционно вот такой сеточкой из шоколада украшается этот тортик и посыпается грецкими орехами. Вы же можете украшать как вам нравится. Буквально 20 грамм здесь грецких орехов я измельчила ножом и посыпаю тортик. Если вы поставите этот торт на ночь, допустим, в холодильник, следует перед подачей его, конечно же, подержать полчаса примерно или час при комнатной температуре, чтобы он нагрелся. Видите, какой нежнейший сразу торт. То есть он буквально тает во рту. Очень советую приготовить. Коржи мягкие, нежные, очень сливочные. Он немножко отличается вот своей сливочностью от медовика. Один из самых нежных вариантов медового торта, я бы сказала. Нравится как взрослым, так и детям. Он очень хорошо держит форму, долго хранится, идеально транспортируется. То есть этот торт я могу только рекомендовать. Если вы захотите сделать маленький тортик, допустим, 18 см в диаметре, вам следует всех продуктов от данного количества взять вдвое меньше. Идеально сразу надламывается вилкой. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.